Всем добрый вечер. Меня зовут Анастасия Куница, и сегодня я расскажу вам про уникальный проект под названием Russian Gravel Project и историю сохранения серых китов на Сахалине. Я хочу предупредить, что это лекция научно-популярного типа, то есть она подготовлена под неподготовленного зрителя, чтобы даже люди, которые находятся в другой сфере научной или даже не в научной, в принципе, поняли, о чем идет речь. Давайте я еще раз представлюсь. Меня зовут Анастасия Куница Александровна. Я специалист по морским млекопитающим, аспирант биологического факультета МГУ, и как раз по серым китам я пишу кандидатскую работу. И также вот участник Russian Grey Wall Project, который проходит каждый год у нас у берегов Сахалина. Прежде чем рассказывать о истории изучения, стоит отметить сам объект этого изучения. Мы изучаем серых китов. Вы можете его видеть на слайде. Это не самый большой представитель усатых китов. Его длина 14-13 метров. Самки обычно больше, чем самцы. И он относится к усатым китам. Он единственный представитель вида своего рода. И чтобы убедить вас, что он относится к усатым китам, я хочу показать вам такой вот ролик. Это снято не на Сахалине, это снято в Мексике. Там так называемые тактильные киты, которые даются погладиться, подходят к лодкам. Здесь отлично виден его ус. Такие вот они. Но серые киты, особенные киты, тем, что они бентофаги. Они питаются бентосом. Усатые киты питаются планктоном. Планктон – это то, что находится в толще воды. На данном видео это вот зелененьким здесь отмечено. А бентос – это такие же живые организмы маленького размера, находящиеся в грунте. И серый кит, он погружается на дно и начинает его так прорезать, берет в себя и фильтрует этот ил, оставляя у себя за усами живых организмов, пример в правом углу у вас в презентации. Как это выглядит на самом деле? Вот такой у нас здесь ролик. Также, если вы видите прозрачную воду, это снято в Мексике или около там, берегов Америки. Потише. Вот вы можете наблюдать, как кит повернулся на одну сторону, и в это время он черпает этот ил, берет за ус, потом начинает его фильтровать, и от этого появляются такие пятна от ила. Вот сейчас вокруг кита вы можете наблюдать это. Это он его профильтровал, и за усами осталась еда. Есть исследования, что определенные киты предпочитают склоняться на правую или только на левую сторону. То есть правши и левши. То есть каждый кит, он предпочитает, например, только на правую сторону поворачиваться и черпать этот ил. Сейчас у нас существует две популяции. Это восточная и западная. Восточная, Чукотско-Калифорнийская, сейчас насчитывает более 20 тысяч особей. И на карте это вот от берегов Америки и Мексики, они вот отсюда, они мигрируют наверх на Чукотку. Другая популяция, западная, исторически считалось, что она нагуливается в водах Сахалина и спускается в азиатские воды. Но история серых китов очень тяжелая, как и очень у многих китообразных. И тут мы приступим к предыстории. Каждую предысторию любых китообразных стоит начинать с китобойного промысла, потому что он очень сильно повлиял. И с середины XIX века ведется этот активный китобойный промысел, что привело в 1947 году к созданию Международной комиссии по китобойному промыслу, которая была создана с целью регулировать этот самый промысел. В 1982 году был введен полный мораторий на коммерческую добычу, потому что уже даже нахождение самих китобойных судов стало невыгодным. Настолько истребили китообразных в морях. С серыми китами, вот на фотографии вы можете видеть серого кита на китобойном судне. С серыми китами западной популяции история такова, что их фиксировали в азиатских, около там, Кореи, их фиксировали до 60-х годов, и после этого достоверных сведений нет. И считалось до 1983 года вообще эта популяция вымершей, истребленной из-за китобойного промысла. Его активно вела Япония, Корея,
Америка, европейцы. И вот до 1983 года серые киты западной популяции вообще считались истребленными. Но в 1983 году у залива Пельтун случайно, ну как случайно, во время авиаучетов морских млекопитающих специалистами ТИНРО были обнаружено 20 особей серых китов. И, конечно же, это послужило большому старту научно-исследовательской деятельности, связанными с этими китами. И до 1990-х годов шел вот такой вот авиаучет серых китов у залива Пельтун, и решалось принятие, вообще понимание, что это за популяция. Было принято решение, что это популяция западная, сохранившаяся. И, конечно же, она получила статус краснокнижных животных. Современные исследования включают в себя две группы научно-исследовательских команд. Первая — это вот с 1994 года группа американских и русских наблюдателей и ученых начала постоянное наблюдение за китами в районе залива Пельтун. На данный момент этот проект называется Russian Grey Whale Project. О нем попозже я расскажу подробнее. И с 1997 года в изучение серых китов включается компания Сахалин Энерджи и Эксон Нефтегаз, потому что именно в районе, в Нагульном районе, в самом в очень важном районе для серых китов, находят нефтегазовые месторождения, и там активно начинают нефтегазовый промысел тоже. И, конечно, экоактивисты активировались, и Сахалин Энерджи и Эксон Нефтегаз финансировали большой многолетний проект с целью изучения и сохранения серых китов и минимализации влияния на них своего промысла нефтегазового. Russian Grey Whale Project — научно-исследовательский проект по изучению серых китов по побережью Сахалина. Он ведет регулярный мониторинг западной популяции, и именно у залива Пельтун. Почему я делаю на этом акцент? Потому что в течение многих лет исследования были открыты еще несколько нагульных районов. Так, есть еще район морской, он глубоководный, и наша команда не ведет там исследования. Также обнаружены нагульные районы около Камчатки за вот 25 лет исследований. Это очень тоже важно, то, что стоит отмечать. Задача проекта — это изучение и сохранение серых китов. Что же мы делаем? Мы в Нагульном районе, то есть Нагульный район — этот район, куда киты приходят, чтобы накормиться. Туда приходят и мамы, и детеныши, и взрослые. Это их место, где очень большая кормовая база, и они могут наесться на предстоящую миграцию, которая дальняя и большая. И вообще серые киты считаются рекордсменами. Так китиха Варвара мигрировала 11 тысяч километров в одну сторону. И, конечно, ей безумно важно накормиться за тот нагульный период, что она находится на Сахалине. Красной точкой на карте отмечен вот этот район. Вы видите Сахалин. И именно вот здесь вот всего лишь 20-30 километров были обнаружены серые киты, куда они приходят ежегодно. Этот район уникальный, потому что туда приходят мамы с детенышами. Мы его еще называем такой детский сад. Мамы приходят туда, чтобы обучить своих детенышей кормиться бентосом. Там не на очень больших глубинах находится богатый ил, и детенышам удобно погружаться. То есть им неудобно погружаться на большие глубины, им нужно там, где глубина небольшая, 3-4 метра. Это именно этот район около залива Пельтун. Киты к нам приходят на 3,5-4 месяца, мы же приезжаем туда на 2,5. Проект живет за территорией маяка, маяк Пельтун. Вы можете наблюдать на картинке, почему так происходит, потому что именно напротив этого маяка находятся все киты. Очень удобно выходить на надувной лодке, и мы быстро можем оказаться в правильном нагульном районе и оценить всех китообразных на нашей акватории. Вот кит, сфотографированный в этом сезоне. Назвали мы его Матвеюшка. Он проявлял очень большой интерес к нашей лодке, поэтому любим его отмечать. Да, у нас киты имеют номера, имена, про это тоже будет подробнее. Здесь вы можете отлично увидеть, как кит выглядит. И у многих возникнет вопрос, чем он обросший такой, да, потому что мы привыкли видеть других усатых китов не такими гладкими, чистыми. Серые киты, они обросли болянусами, это такие ракообразные в ракушках, но они не являются паразитами для серых китов. Эти же болянусы, вы можете их видеть на обросшие дно кораблей, там, на деревьях, еще на чем-то. Также они прикрепляются к серым китам, и плюс еще на серых китах находятся китовые вши.
Вот они уже паразиты, они внедряются в кожу кита и доставляют им дискомфорт. Но балянусы нет, являются такими положительными симбионтами для них. Russian Gravel Project ведет свою деятельность в нескольких сегментах. Это мониторинг популяции, проводит фотоидентификацию, взятие биоматериала, лабораторные исследования и ведение научно-просветительской деятельности, например, как я сейчас с вами общаюсь здесь. По поводу мониторинга популяции, что это вообще значит? Мы фиксируем встречу с китами в нашем Нагольном районе. То есть к нам приходит мама с детенышами, мы фиксируем, что это пришла мама, при этом мы можем узнать эту маму, мы фиксируем детеныша, все заводим документы. Таким образом мы можем отслеживать состояние популяции и состояние детенышей, какие киты возвращаются, через какой период, в каком состоянии, в какой компании. Мы отмечаем особенности поведения, физическое состояние, перемещение вдоль акватории и социальные связи китов. Ну вот мы, да, в этом году отметили, например, следы винтов на спине кита. Это вот на фотографии характерные следы на китообразных, такие параллельные срезы. К сожалению, такая проблема существует, и вот вам прямое доказательство того, что это случается до сих пор. Также степень упитанности. Слева у нас упитанный кит, справа худой. Но нормально, когда киты приходят как худые справа, потому что они долго мигрировали, и они почти не кормятся во время миграции, и они теряют огромный объем своего веса. Но в конце нагульного района они должны уже уходить упитанными, как слева, и это очень важно. Фиксируем следы от зубов касаток. Очень многие киты, огромный процент серых китов у нас со следами зубов от касаток. Это видно на хвостах, на спинном плавнике. И мы тоже это записываем, чтобы ввести некую статистику нападения касаток на серых китов. Это у нас кит-брат Николай знаменитый. Мы его очень любим. Он к нам приходит уже несколько лет подряд. Первое, что и главное, что ты делаешь, когда изучаешь китов, ты ведешь фотоидентификацию. Очень многие проекты по китообразным начинаются с фотоидентификации. Важно знать китов, узнавать каждого, индивидуализировать их. С серыми китами происходит так. Вот он выныривает, он показывает свою спину, и мы делаем этот кадр верхней части спины. Каждый серый кит имеет индивидуальную окраску, по которому его можно узнать. Вот здесь вы сами можете это увидеть, что здесь 3 разных кита, и, они все имеют разный набор пятен. Да, безусловно, из года в год пятна немного могут меняться, потому что эти пятна образуются и от тех же самых балянусов, которые прикрепились, отвалились, оставили след. Но какая-то основа остается всегда. Мэч основных пятен будет присутствовать. Плюс мы же еще, если киты постоянно приходят, мы обновляем фотографии в каталоге, и это помогает нам в дальнейшем в идентификации этих китов. И вот так вот выглядит наш китовый каталог, который ведется более 25 лет. У каждого кита есть паспорт, в котором присутствует фотография левого бока, правого бока, хвоста, его номер, имя и даты встреч. Также отмечается, брали ли у него биопсию или нет, и у нас также есть информация о том, кто взял, где хранится генетический материал. Почему мы даем имена китам? Честно, имена китам даются, потому что имена легче запоминаются, чем номера. И это сделано для удобства ученых и общения между друг с другом. Китовый каталог постоянно пополняется. Когда приходит новый детеныш, ему заводится его отдельная страница, и таким образом у нас получается наше количество китов. Сейчас в каталоге 340 китов, из которых, безусловно, не все живые. Мы не можем отслеживать смертность китообразных. Серые киты и тонут. Не все выбрасываются. Те, которых выбрасывали, идентифицировали, тоже, конечно же, отмечаем. Но это происходит очень редко. Поэтому говорить четко, сколько живых серых китов осталось в нашей популяции, сложно, но в каталоге их 340. После фотоидентификации мы берем биоматериал или биопсию. Это кусочек кожи и жира у кита. Берется это при помощи арбалета, обычного арбалета, но с необычными стрелами. У этих стрел специальный наконечник типса, которая погружается в кита и берет этот нужный нам кусок жира и кожи, плюс специальный поплавок на самой стреле не дает ей утонуть. То есть стрела попадает в кита, отскакивает, мы ждем, когда кит отойдет от лодки, потом мы подходим и забираем стрелу. И уже на лодке консервируем материал в нужном растворе под то или иное исследование.
Вот видео, как это выглядит. Мы вообще очень аккуратно работаем с китами. Они у нас краснокнижные животные. У нас есть регламент, сколько времени мы можем проводить с одной группой китов. В лодке мы всегда это отслеживаем, не работаем больше 25 минут. Поэтому за 25 минут мы должны успеть провести фотоидентификацию, после этого взять биопсию, а возможно еще и потом взлететь на дроне и снять серых китов сверху. Вот мы увидели детеныша, видели, полетела стрела, и она отскочила. Сейчас будет еще раз в замедленном. Оп, полетела, отскочила. И мы ждем, когда мама с детенышем отойдет, подбираем эту стрелу и консервируем материал. Сразу предвидя вопросы, потому что вопросы обычно повторяются, чувствуют ли киты эту биопсию? Да, мы отмечаем каждый раз, когда есть реакция на биопсию, и она есть не всегда, но она присутствует у многих китов. Но это можно сравнить с не очень большой болью, как будто вас ущипнули. То есть какие-то киты реагируют, какие-то нет. У нас были киты, которые реагируют даже на то, когда стрела в них не попадает, а просто пролетает рядом, и они даже это чувствуют и реагируют на это ударом хвостом по воде. Конечно, мы потом проводим лабораторные исследования, и к ним относятся генетические, мы определяем пол детенышей и самок, и у нас к нам же еще приходят киты, которые взрослые, но их нет в каталоге, то есть их ни разу не фиксировали, но они пришли, и тоже надо понять, какого они пола. Проводятся биохимические анализы, оценка общего состояния, проводятся липидные анализы по питанию. И вообще открыт большой спектр, что можно сделать. Но чаще всего исследование делается под ученого, когда приходят нужные ученые со своей идеей и гипотезой, под это делается лабораторное исследование. Мы не можем делать все, но мы стараемся. Использование беспилотных летательных аппаратов практикуется в экспедиции не так давно, но уже приносит свои результаты. Вот вы можете наблюдать видео тоже этого года. Ну, это не детеныши, это двухгодовалые серые киты, которые вот взаимодействуют друг с другом в спокойном режиме. Использование беспилотных летательных аппаратов помогает нам, во-первых, увидеть эти социальные связи между китами, потому что когда ты находишься на лодке, ты не можешь видеть все. И часто то, что кажется кормлением, на самом деле им не является. И там просто киты как-то взаимодействуют друг с другом, но при этом питания там никакого нет. Также можно смотреть состояние животного, размер животного. Сейчас идет фотограмметрия активная. Это измерение китов при помощи кадров, сделанных с дронов. Также в перспективе уже зарубежные коллеги, например, собирают выдохи китов на микробиологические исследования. Очень интересные статьи выпускают в последнее время. Конечно, надо отметить, что в проекте работает много людей, и это заслуга каждого. Это тяжелый труд, приезжать туда на 2,5 месяца, посвящать свою жизнь этому изучению серых китов. Хочется сказать спасибо команде, которая приехала в этом году, в прошлое, и отметить Бурдина Александра Михайловича, который является руководителем экспедиции и человек, который дает нам работу и возможность изучать и сохранять популяцию серых китов. Для связи у вас есть моя почта. Также, если кому-то интересно, вы можете подписаться и написать мне в Инстаграме. Часто у людей возникает вопрос, как попасть к нам или как стать специалистом по морским млекопитающим. Я обычно с радостью отвечаю или помогаю контактами, к кому можно обратиться или там, на какие конференции обратить внимание. Так что пишите, я с радостью отвечу. Всем спасибо большое. До свидания.